В 2018 году герой этого выпуска стал номинантом премии ООН World Summit Awards. В 2019 году попал в список 50 самых известных жителей Санкт-Петербурга. В 2020 году стал одним из 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes. В 2021 году придумал мерч вот с такой и другими прикольными футболками. Но вообще Иван Бакаидов известен тем, что придумал приложение Линка, которые помогают людям с нарушениями функций речи начать говорить. Собственно, с помощью приложения Линка мы записали это интервью. Камера идет. Едет. Когда и в какой момент ты про себя понял, что ты не такой, как все? Вань, давай я подержу дверь, давай я тебе помогу. А рубашку ты будешь надевать? У твоих программ какое отличие с теми, которыми пользовался Стивен Хокинг? Расскажи о самом красивом свидании в своей жизни. Ты что, правда такое сообщение отправил? Гребаный паралитик. Чего ты ждешь? Вы не понимаете, это другое. Здоров, ну прости, пожалуйста, прости, дорогой. Ой. Я тебе могу чем-то помочь? Должна? Нет, ты сам все. Слушай, давай мы сразу, чтобы договориться о терминах, у тебя спросим, как вообще правильно называть таких людей, как ты? Это люди с ментальными особенностями, это люди с инвалидностью, это инвалиды. Или как вообще правильно говорить так, чтобы никому не было обидно, но термин был точный? Смотри, мы точно обидим кого-нибудь. Но у меня есть прекрасное правило. Ты не говоришь очкарик. Мы, если нам важно указать на наличие очков, говорим «Коленька в очках». Но в повседневности нам не важно, есть ли у Солодникова очки. Это не его главная черта. Поэтому, если нам важно указать, есть ли инвалидность, мы говорим «человек с инвалидностью». И все. И это окей. Поняла. Еще? Или человек со слепотой, а не слепой. Угу. А если человек с ДЦП, так можно говорить? Можно. Но не цепшник. А, но не ДЦПшник? Мое любимое даунята. Послушай, ты человек, который назвал свой собственный телеграм-канал «Гребаный паралитик». Чего ты ждешь? Вы не понимаете, это другое. В 2023 году мэрия Нью-Йорка представила новый логотип города. Старый «I love New York». Вы, конечно же, прекрасно помните легендарную надпись, которую потом скопировали во многих городах мира. Так вот, в новом логотипе местоимение «I», то есть «я», заменили на «we», то есть «мы», а название «Нью-Йорк» на «Нью-Йорк-Сити», чтобы подчеркнуть разницу между городом и штатом. Узнав о планах чиновников, многие горожане были в ярости. Зачем менять то, что совершенно? Писали нью-йоркцы в комментариях в соцсетях. Милтон Глейзер все сделал прекрасно с первого раза. Дизайнер из Бронкса Милтон Глейзер действительно прекрасно справился со своей задачей аж в 1977 году. Хотя задача перед ним стояла непростая – сделать Нью-Йорк, где в 70-х просто зашкаливала преступность,
городом привлекательным для туристов. По легенде, Глейзер придумал знаменитый логотип в самой что ни на есть нью-йоркской обстановке, сидя на заднем сиденье такси в пробке. И ведь сработало. Футболки, кружки, толстовки, значки со знаменитыми красными буквами ежегодно приносили в казну миллионы долларов. Придумать запоминающийся образ, способный стать символом целого города – это работа мечты для графического дизайнера. В визуальном оформлении нуждается все вокруг нас – от дорожных знаков и вывесок до сайтов и приложений в телефоне. Дизайнеры действительно могут влиять на мир. И сейчас я расскажу о школе, где студенты не просто учатся, а уже во время обучения участвуют в реальных проектах. В крупнейшей профильной онлайн-школе Contended вас поэтапно погрузят в новую профессию на курсе «Графический дизайнер с нуля до про». Contended специализируется на обучении дизайну, так что вы получите базовое фундаментальное образование в этой области. Главное отличие Contended в образовательном подходе. Студенты нарабатывают профессиональный опыт уже в процессе обучения через стажировку в креативном агентстве Redcats, конкурсы и дизайн-хакатоны, а также домашние задания по реальным брифам, которыми делятся партнеры школы. Например, студентка проектировала соцсеть для Озон. Студенты принимали участие в создании логотипа для геймдев-студии и создавали айдентику для библиотеки в Апатитах. На курсе вы освоите все основные инструменты дизайна – Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, After Effects и Cinema 4D. А еще изучите 5 ключевых направлений – айдентика, дизайн упаковки, веб-сайты, моушен и 3D. Специалистов с таким набором навыков работодатели ценят за широкий кругозор и нетривиальный подход. При этом ваш бэкграунд при поступлении абсолютно не важен. 70% выпускников Contended осваивают графический дизайн с нуля, но находят работу уже на 6-м месяце обучения. С трудоустройством в Contended тоже помогут. Карьерный центр ориентируется на рынке труда и научит находить новых заказчиков. Учеба в среднем занимает от 4 до 8 часов в неделю. Учиться можно как с дедлайнами, так и без. Все лекции есть в записи в хорошем качестве. А еще обучение можно заморозить, если вдруг уроки перестали встраиваться в ваш график. Но даже если вы выберете учиться в своем темпе, то не останетесь в одиночестве. Менторы Contended – практикующие специалисты. Они помогают разобраться в сложных темах, проверяют задания и дают студентам качественную обратную связь. Кстати, 13% от стоимости обучения можно вернуть как налоговый вычет, а по промокоду «Скажи45» вы получите скидку в 45% на любой тариф обучения и подарок – курс английского языка для дизайнеров, чтобы сразу можно было работать с иностранными заказчиками в международных компаниях. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране и записываемся на курс Contended «Графический дизайнер с нуля до про». Все приходит с опытом, а опыт приходит с Contended. Как ты относишься к шуткам про себя, к шуткам про инвалидность? Не обижают ли они тебя и насколько вообще в твоей концепции мира приемлемо над этим шутить? Как и любые шутки уместны, если всем смешно. Ну, слушай, бывает, что там, допустим, мне смешно, а тебе не смешно, потому что для тебя это проблематичная история. Допустим, тебе больно. Я могу сказать. То есть, если я пошучу так, что тебе будет больно, ты мне скажешь? Второй вопрос тоже важный. Уместно ли предлагать тебе помощь? Вань, давай я подержу дверь, давай я тебе помогу. Насколько это приемлемо, насколько это может быть оскорбительно? Приемлемо спросить, неприемлемо навязывать. А где грань? Грань в активном действии. Вань, тебе помочь? Или Ваня, давай я тебе помою пол. А ты можешь послать человека вместе с его помощью? Можешь? Розы. Мне плохо. Расскажи, как ты первый раз Лину увидел. С Линой мы познакомились в школе.
Я учился тогда в старших классах. В школе открыли класс для детей с ТМНР. Мы познакомились из-за того, что оставались вместе на длинную продленку. У меня тренировка по бача заканчивалась в 5, а отец мог забрать после работы в 6. У Лины родители тоже работали. И я приходил в эту группу продленного дня. Там еще какую-то еду оставляли с обеда. После тренировки могло повезти на пару сосисок и гречку. А кормила нас с Линой одна помощница, Валентина Михайловна. Чудесная, очень теплая женщина. Соответственно, через Валентину Михайловну мы с Линой и общались. Основной способ общения был через ладошки. Я сейчас тебя научу гениальному способу общения. Допустим, тебе надо узнать у гостя милосердие или справедливость. Ты медленно показываешь одну ладошку и располагаешь ее слева от человека, говоришь, что это милосердие, а потом показываешь вторую ладошку, говоришь, что это справедливость. Куда твой гость посмотрит, то он и выберет. Такой основной способ общения был с Линой. А дальше? Мне захотелось применить свои технические знания в области программирования. Первое, что я сделал, когда понял, что есть такие люди, как Лина, я взял игровой контроллер от приставки Nintendo Wii, подключил его к компьютеру через Bluetooth и примотал к своей голове. Прямо взял скотч и примотал контроллер к дуге наушников, а компьютер настроил так, что он считывал наклоны контроллера и двигал курсор мышки. Лет 14 мне было. Слава богу, эту дикую конструкцию я до школы не донес. Но да, в тот момент я определенно понял, что мне безумно прикольно заниматься таким. Представь маму Лины и первое сообщение от мальчишки, которому понравилась твоя дочь. «Здрасте, я тут джойстик к голове примотал. Это нам поможет общаться с Линой». Ржак. Ты что, правда такое сообщение отправил? А она что? Тетя Саша очень вежливая. А потом я подсмотрел, как выбирает Стивен Хокинг варианты из таблицы при помощи одной кнопки и сделал такую же русскую клавиатуру. Принцип простой. Сначала идет перебор строк по таблице букв. А потом выбор буквы в строке. Лина с буквами послала меня плачем, и тогда я дал возможность вставлять в таблицу картинки. И дело пошло. Лина нажимала кнопку щекой на подголовнике. Я сделал таблицу с клавиатурой и очень простой алгоритм. Алгоритм выделял сначала черным каждую строку, пользователь нажимал кнопку чем мог. Рукой, ногой или головой начинался перебор ячеек в строке, и кнопка нажималась еще раз. Так создавался текст. Поняла. Когда я принес в школе в класс, где училась Лина, мне их учительница сказала две вещи. Во-первых, что буквы слишком маленькие, а во-вторых, дети их не знают. Я сказал, да не вопрос. Прямо тут же открыл код программы на школьном компьютере и увеличил размер шрифта в 2 раза. Так. А возможность вставить картинки я сделал через неделю. То есть революция была в 2 вещах. Во-первых, учитель класса мог сам сделать набор карточек и выбор между ними. Класс. Например, зима, весна, лето или осень. А во-вторых, если у них что-то не работало, они шли на этаж выше и забирали Бакаидова с урока. Бакаидов приходил и нажимал куда надо. Я сразу решил выкладывать все в открытый доступ на GitHub. Во-первых, для людей. А во-вторых, моя любимая вещь в жизни – это открытая касса. То есть, когда пользователь или любой желающий сам оценивает важность продукта и уже исходя из этого делает пожертвования. Например, есть одна чудесная семья, которой очень нравится одна из программ Линка, и они приходят периодически сумму. Я сказал, одна из программ Линка. Действительно, проект Линка сейчас включает в себя 6 программ. Вау. Вторая программа, которую я сделал, была Линка «Напиши», то, чем я сейчас пользуюсь. Эта программа подходит тем людям, которые могут печатать текст. Программа озвучивает напечатанный текст
При помощи синтезатора речи я использую синтезатор речи Яндекс. Мой голос Филипп, он классный, но его нужно подождать обычно, так как запрос идет долго, а потокового синтеза у Яндекса нет. Еще программа «Линка напиши» позволяет показывать текст на экране крупно. Этой функцией я пользуюсь намного чаще, чем синтезом, так как на улице шумно. Потом я сделал «Линка» бумажная клавиатура. Это приложение для планшетов и, наверное, телефонов. Это обычная виртуальная клавиатура с огромными кнопками. Для того, чтобы эти кнопки были такого размера, они располагаются на разных страницах. Это приложение удобно для людей, которым трудно попадать по маленьким кнопочкам. Почему бумажная клавиатура? Потому что я любил в конце школы Катю. Катя общались при помощи большой картонки с буквами, показывая на них кулаком. Я сделал Кате приложение, а Катя меня не выбрала. Катя. Представляешь, какая драма? Катя? Да, представляю, Я какая покажу драма. потом программу на твоем телефоне. Давай, сейчас. Катя жалеет ты теперь, что она тебя не выбрала? Нет. Нет? Ты предлагаешь мне сделать? А что написать? Ня. Пробел. Ты. Крут. Блин, как тяжело. Давай. Ваня, ты крут. И представляешь, если это на большом планшете кулаком. Ну да, я понимаю, что человеку, которому нам нужно сказать целую фразу, приходится тратить такое здоровое количество времени. Но с другой стороны, до этого у него вообще не было возможности ничего сказать. Дальше идет программа «Линка». Покажи. Программа позволяет создавать наборы карточек из картинок, и вы можете дать этот набор карточек человеку, который не может писать. И, соответственно, он будет показывать карточки. Потом мне в руки в начале 2020 года попало гениальное устройство – игровой iTracker Tobii. Это устройство крепится на экран компьютера или ноутбука и сообщает в игру, куда смотрит игрок. Это помогает прицеливаться игрокам. Ничего При себе. этом до войны оно продавалось в магазинах электроники и стоило 20 тысяч. Я подумал, что это устройство используют для какой-то хуйни. Зачем в играх прицеливаться, если можно помочь людям? Я написал техническое задание для программы «Линка». Смотри, моя задача была дать возможность выбирать карточки взглядом из сетки, и чтоб родители и специалисты могли создавать свои наборы и карточек. Прекрасная девушка Света, которой я нравился тогда, нашла программиста и оплатила даже часть разработки. Получилась абсолютно убийственная вещь. Почему не получается? Слушай, я теперь понимаю, почему Линка плакала. Тихо. Не забирай, я попробую. Я хочу облако написать. О. Ла. Ко. Рай. Такой фильм был. «Облако рай». Так. Мы дали возможность парализованным людям выбирать карточки при помощи взгляда, при помощи устройства за 20 тысяч рублей. К Обалдеть. сожалению, я поступил плохо как мужчина, и связь оборвалась. Но я очень рад плодом той истории. Стала такая программа. Также я очень благодарен всем людям, которые жертвуют деньги на проект. Глаза очень устают. На пробел положила болт. Я не нашла просто пробел, сейчас нашла. Тут же прикол в том, что нельзя глазами искать. Ты пишешь, вот пробел. Пробел? Пробел теперь. Понял? У меня получилось. У твоих программ какое отличие с теми, которыми пользовался Стивен Хокинг? Они по-русски. Мамочка в Брянске понимает, как их установить, и они для людей с разными двигательными нарушениями. Мань, а ты зарабатываешь с этих линок, которые в App Store? Нет вообще?
Я не зарабатываю с приложений в Apple Store, а только плачу им за размещение $100 в год. Как ты считаешь, государство могло бы поддерживать твои программы, и не обидно ли тебе, что вместо того, чтобы тратить деньги на вот эту вспомогательную историю, государство сейчас тратит деньги на танки? Война – это чудовищно и нарушает мою главную ценность. Именно ценность человеческой жизни. Наша страна начала войну. Это противно, то, что наша власть не использует великое искусство дипломатии, а кувалду говорит о моральной слабости и культурной нищете. Я знаю, что действительно в Украине есть национальный конфликт, как и в любой стране, как и в России. Я знаю, что у нас могут быть интересы, но это все не стоит ни одной жизни. Простите, если у вас по соседству шумят, вы звоните копам, а не идете разбираться. Кроме всего этого, военный кризис, очевидно, создает новых людей с инвалидностью, что безумно больно. Давай сначала поговорим о проблеме интернатов в России. По-моему, после этого очевидно, что мы не можем получать других. Но ты очень круто вписался в проблему с интернатами. Почему тебя она так сильно касается? Смотри, очень просто. Вот у меня неврологическое заболевание, как и людей, которые мне близки. Например, та же Лина. Ксюша. Людям, которым после смерти их родителей потребуется уход. И все мы пойдем в закрытый концентрационный лагерь для людей с психическими и неврологическими нарушениями, за которыми нужен совсем разный уровень ухода. Потому что ни Катя, ни Лина, ни Ксюша не смогла бы выйти из интерната, потому что у этого государства интернат – это способ умерщвления людей, с которыми им не справиться, прямо у вас в соседнем дворе. Но ты же сам себя обслуживаешь в быту, ты можешь сам жить, ты абсолютно автономен. Или нет? Но представь, я упал, и мое состояние ухудшилось, или ты упала, или любой зритель заболел тяжелой психической болезнью, и привет. Из тех предполагаемых реформ психоневрологических интернатов, о которых мы слышали, какой вариант тебе был бы приемлем? Что вообще должно произойти, вот если вкратце, людям, которые вообще этой темой никаким образом не озабочены? Система интернатов существует с советских времен. Это бесчеловечный способ обеспечения жизнедеятельности людей с совсем разными видами инвалидности. Интернаты – это абсолютная система для доживания людей с инвалидностью. Мы много знаем о жестокости интернатов из статьи Костюченко, из книги Клепиковой «Наверное, я дурак» и из книги «Белое на черном» Рубена Гальева. Если не читали, бегите читать. Но давай рассмотрим на моем примере. Вот я человек с неврологическим заболеванием, который мог попасть в интернат. Предположим, моя семья погибла в катастрофе, когда мне было 6 лет. Я оказался в детском доме-интернате. В 6 лет у меня еще не было зашито небо. Первое, что бы сделали, поставили бы гастростому. Так же удобнее. Из-за отсутствия речи меня бы считали умственно отсталым и признали бы необучаемым. Не было бы школы, компьютера, программ, списка Forbes. В 18 лет меня по абсолютно ложному суду лишили бы дееспособности и отправили на всю жизнь в закрытое учреждение, ПНИ, где я бы не мог не влюбляться, не работать, не иметь социальный статус. Скорее всего, я бы стал жертвой насилия в мужском отделении. Еще раз, вот я, просто обычный парень с ДЦП, который своим трудом и трудом моих родителей живет один, путешествует, изобретает новые виды спорта и прочее, мог бы оказаться в запертом интернате, просто если бы родителей уговорили отдать меня. Страшно? Очень страшно. Мне, Катя, снятся кошмары, что за мной, за мои мысли, придет ФСБ и без суда смогут совершенно просто изолировать в интернате. И ты спросишь, получаю ли я вне интерната эти 100 тысяч для обустройства жизни.
Нет, конечно. У меня только пенсия по инвалидности и пособие по уходу 1200 рублей. А представь, я бы мог нанять себе личного помощника, который мне помогал в быту, собирал по утрам в институт, складывал бы белье. И главное, эти деньги у государства, сука, есть, отдайте. И ты возразишь, что по-любому без родителей я бы не получил бы такого семейного образования, прекрасного вкуса и прочего. Я определенно ребенок родителей, которым было вообще не пофиг. И да, даже в частном интернате и сопровождаемом проживании я не был бы настолько социализирован, но это все равно лучше любого пня. Я ненавижу эту власть за отсутствие потенции к реформе ПНИ. Хотя есть перспективы, есть Нюта, есть проект закона о распределенной опеке. Но эти суки продолжают этот геноцид. Смотри, твою лодку ты строил на государственный грант, правильно? Лодку строила Федерация водно-моторного спорта России. Проект с лодками получился смешным образом. Мое интервью на радио «Эхо Москвы» услышал Петр Александрович Пылаев, российский спортивный деятель и генеральный секретарь Федерации водно-моторного спорта России. Каким-то необыкновенным случаем Петру Александровичу пришла мысль, что люди с ДЦП должны управлять лодкой. Он написал мне с предложением познакомиться. Мы встретились, обсудили проект лодки. Пришли к каким-то выводам, что необходимы поручни, специальный заход. Во второй раз мы уже встретились в яхт-клубе, и группа из 3 ребят с ДЦП вышла на воду на обычной лодке, которая у них была. Тогда мы, например, поняли, что рядом с спортсменом должно быть место инструктора, готово в любой момент перехватить управление. Федерация получила поддержку города и президентский грант, на который построила лодку. Получилась прекрасная удобнейшая лодка с поручнями, с поворотным креслом, для удобства посадки, маневренная, не очень быстрая, безопасная. А какие у тебя вообще есть отношения с государством? Получаешь ли ты гранты? Насколько это нормально сотрудничать с государством и особенно в сегодняшней ситуации? Я активный сторонник фразы Нюты Фидермессер про деньги Аль-Каиды и хоспис. По-моему, если речь идет о жизни людей в тяжелом положении, деньги не пахнут совсем. В ядре моей жизни лежит безусловная ценность частного над общим, что противоречит советской или неоформленной идее государства. Это не общие слова, это вопрос к подходу к моей реабилитации. Это выражается во всем. То, что я не являюсь объектом, за которым ведут уход, а человеком, который этот уход организует, как личность. То, что я никогда не лежал в больницах, в бесполезных попытках стать здоровым, выполняя долг, обязательно быть здоровым. То, что мне все время езжу на социальном такси один, а водители спрашивают, где мой сопровождающий, лучше всего описывает мои отношения с государством. Эта система хочет, чтобы у меня был сопровождающий, а я был при нем. До смешного, я поступил в институт. В институте есть служба инклюзивного образования. Там есть дяденька, которому сказали про меня почитать. Он почитал, выразил респект. Но когда я приехал с другом, допустим, он меня подвез. И когда мы шли втроем по коридору, прекрасный дяденька при мне спрашивает друга, а он не упадет? В этом весь текущий подход к людям. Охренеть. То есть они видят не людей, а неразумных кроликов без права голоса. И только сопровождающие могут решать, а поскольку на всех сопровождающих нет, они выстроили систему закрытия людей в концлагеря, назвали их интернатами и счастливы. Смотри, есть еще господствующий, еще и в СССР, и теперь в России подход, согласно которому люди с инвалидностью, люди с ДЦП, они еще и ментальные инвалиды. Насколько этот подход далек от истины? Почему считается, что если человек испытывает трудности с движением, значит, у него и с соображением тоже плохо? Во-первых, они отчасти правы. Безусловно, у нас огромное количество людей с ментальными нарушениями. И да, часто тяжелый двигательный диагноз тормозит развитие. Но, во-первых,
Я очень рекомендую использовать правило презумпции дееспособности. То есть, если вы обратитесь к Вове, как к человеку без ментальных проблем, а потом поймете, что он ответил странно, будет намного лучше, чем наоборот. А во-вторых, признайтесь себе, глупых людей много, но если человек глупый, из ДЦП, он превращается в умственно. Отсталого. Поняла. Люди имеют право быть глупыми. У тебя статус какой? Ты дееспособный человек? Ты боролся за этот статус? Потому что не было суда по лишению дееспособности, так как этот суд по умолчанию не инициируется, а только для удобства, если я попаду в интернат. Приветствую вас на шахподроме Прима Картинг. Вас ждут незабываемые эмоции на трассе длиной 350 метров за рулем французских картов Соли. Здорово, отец. Ты уже готовчик? Так, план такой, что мы переодеваемся и катаемся, да? И я тебя обгоню. Ну, посмотрим, смейся. Ты наверху сказала, где подшлемник? Мой? Нет, я не говорила такого. Идти наверх говорить? Подшлемник. Хорошо, я пойду за подшлемником. Тогда ты одевайся. И вообще пусть поставят заезд. Все-таки будем соревноваться. Ну, трепещи. Тебе хана, я тебя обгоню. Я пошла за подшлемником. Есть люди, которые любят сложные перемещения в пространстве, скорость и запах бензина. Я принадлежу к этому типу людей. С самого детства меня посадили на велосипед, и я полез искать горочку повыше. Когда у меня в подростковом возрасте был лежачий велосипед, я на даче нашел такую горку, что разгонял велосипед до 40 км в час. Но где-то через неделю я смекнул, что другая сторона этой горки не асфальтированная, и там извилистая дорога вдоль леса с такими веселыми корягами, на которых сносит велик, и его надо отлавливать. Мама, прости меня, поэтому картинг был естественным развитием этой страсти, поскольку в картинге можно было безопасно научиться контролировать быстрое колесное На средство. трассе запрещается толкаться, врезаться друг в друга, резко подрезать и провоцировать столкновение с другими картами, а также врезаться в ограждение. А можно кто-нибудь за меня выйти? Ваня, я тебе вот просто смотрю, и тебе подрежу. Номера машин сейчас появятся. Поначалу мне просто убавляли скорость мотора, а потом через полгода маршал специально советовал машину с мотором помощнее. Это не про доказательства, это про любовь. Я не знаю, что будет дальше, но у меня есть мечта совершить самостоятельный полет на планере. Я летаю на самолете с пилотом, но когда ты 1 на 1 с машиной, это совсем другое. А ты, когда едешь вот в карте, получается, что в этот момент ты можешь хорошо контролировать и руки, и ноги. А как так получается? Руль тугой. Я плохо удерживаю статично руку, а динамичные движения могу делать точно. Ну ладно, я заняла 2 место. Ну, просто ты давно умеешь, а мне было тяжело руль держать. Добрый день, пишет Иван. У меня необычный запрос к вам. Я возьму? Мне предстоит большое интервью. Конечно, перед ним заказал ваши услуги. Мне очень нужно помыть электроколяску после зимы. Это не опасно, не сложно, обычная губка. Я поставлю дополнительную услугу, предупредите клинера. И отвечаю тебе: Иван, добрый день. Меня зовут Екатерина. Спасибо за длительное ожидание. Мы были бы очень рады помочь с мытьем электроколяски.
Но наши клинеры не обучены работать ни с какими сложными девайсами. Скажу честно, переживаем, что может им испортить ее. Поэтому, Иван, едете в грязные коляски. Торгового комплекса. Я так не могу быстро ходить. Поставь, пожалуйста, поменьше скорость. А можно поставить поменьше скорость? Ну, вот так прогулочная, я понимаю. А сколько всего скоростей? 5? А самую быструю покажи. Аккуратно, сейчас будет самая быстрая. Давай. Блин, нет, стой, подожди, нет. Ну, кайф. Вообще можно на транспорте экономить. Да, помыть надо. Давай поговорим о доступности бизнеса для меня, как для человека с инвалидностью. Начну вот, например, с сервиса уборки квартир Clean. Хорошие ребята, прекрасная служба поддержки в Телеграме, клинеры вежливые. Видно, что владелец фирмы прямо очень занимается своим делом. Но вот да, с коляской они испугались. К сожалению, это очень грустно. Я думаю, это связано с неким флером опасности, связанным с этим опасным выражением «особые люди», которым нужен особый уход, какие-то особые условия. И грязь на коляске у них особенная. А главное, особенные люди не понимают сами и не могут оценить, насколько опасно. Даже спрашивать не будем. Это ты сделал замок? Чтобы было удобно. Все, я поняла. Это очень круто, чтобы было удобно попадать. А на самом деле обычная тележка на колесах. Да, есть аккумулятор, но его можно отключить через приложение, он не будет выдавать ток. Места с проводами можно помыть сухой тряпкой. Разобраться с этим – дело 5 минут и желания. Главное, я готов заплатить. А фирма могла бы намутить коллаб и сделать гордый пост, что у них теперь есть дополнительная услуга по мытью легендарной пыли с электроколясок. Я много думаю, насколько частный бизнес мог бы помочь в развитии сопровождаемого проживания. Например, оказывают мне услуги стрижки сеть Top Gun. Очень крутые ребята с доступной средой и нормальным отношением. К ним еще можно по WhatsApp записаться, а не звонить. Это важно. И в идеальном мире, по-моему, барбер должен получать дополнительную доплату за сложного клиента от государства, так бизнес будет мотивирован работать, обучать своих сотрудников, создавать среду. Давай я тебе расскажу, как работает городское социальное такси. Эта служба субсидирует поездки на такси в размере 90% от стоимости, то есть я плачу за дорогу в институт 100 рублей. Но я должен заказать эту поездку на специальном сайте, на котором нет регистрации, то есть все данные я должен вбивать каждый раз. Поездка может быть только между социальными объектами, институт – социальный объект, а, например, яхт-клуб нет, хотя там мы ведем деятельность для людей с инвалидностью. Заказать поездку нужно за 3 дня до, но не в выходные. То есть в пятницу на понедельник заказать нельзя. Или же нужно дозваниваться по телефону за сутки, разговаривать с на редкость бешеными операторками. После заказа назначают компанию, которая тебя повезет. Это могут быть шикарно обученные таксисты из фирмы 21 век, а может быть ужасная компания 6 миллионов, которая игнорирует пометки о том, что мне нужно писать СМС. А теперь давай сравним это с уровнем сервиса Яндекс.Такси. Красивое, удобное приложение, видно, где твоя машина, водителю можно написать. И, казалось бы, идите договоритесь, что социальные поездки будет агрегировать Яндекс с быстрой проверкой базы социальных объектов. Для Яндекса это заказы, для города удобство, для людей комфорт. Что сложного? Можно сказать, что я продолжаю условный спор Нюты Федермессер и Марии Певчих.
Мне кажется, важно разделить термины «государство» и «власть», и даже объединять власть в единый монолит неправильно. Вся эта система состоит из маленьких групп, таких как тупой кровавый клан опричников из КГБ или ФСБ. Или такой прекрасной, человекоориентированной службы сопровождения в московском метро, которую очень быстро можно вызвать по СМС. Или же гениальную службу хосписов, которую строит Нюта и Екатерина Овсянникова, а также много очень честных, порядочных людей. Например, Лида и ее светлейший дом с маяком. В конце концов, с моими программами работают во многих государственных школах. И не кажется, что невозможно существование человека вне государства. Если вы хотите получить лицензию на медобслуживание, вы должны идти к государству. И так далее. А не заниматься помощью людям в тяжелом положении просто потому, что в государстве, во власти есть зловонные люди, издающие зло свечения. Это, по-моему, сдаться этому тупому бессердечному колпинскому гопнику в лапки, принять его позицию, прославлять его дворцы. Можно рассудить, что эти благотворители подтирают за государством, выполняют его функции и помогают ему устроить. Но нет, мы и есть государство. Мы своим подходом, своими эффективными практиками, своим примером вытряхиваем, вымешиваем ту гниль, которая тут есть. В насилии и всегда виноват насильник. В войне виновата та бандитская группировка в верхушке власти. И только они удерживаются там незаконным путем, они напали. А дискурс сводится, что ты сделал, чтобы он тебя не бил. И раз уж так жаждут свободных выборов, я буду голосовать за условную Нюту, а не за Лешу, поскольку я что-то не нашел ни одного слова про интернаты в канале Навального. А для меня это главная катастрофа, а не аквадискотека. Только Дорс у меня на пластинке. Это как любимая женщина может быть только одна. Я предлагаю отменить интервью, будем просто весь вечер танцевать. Совершенно понятно, что если бы ты в какой-то момент принял решение уехать из России, тебе бы было сильно легче. Нет? Почему ты не уехал? Знаешь, много лет отвечал, что, мол, у меня в России много дел, что я делаю важное дело своим присутствием здесь, этими программами. А линкой пользуется довольно большое количество людей. Тем, что я говорю, кроме линки, вообще об важности альтернативной коммуникации. Линка – один из инструментов, а идея куда глубже. Идея о том, что самой важной частью реабилитации человека является язык, то, что способность говорить определяет в том числе и способность думать, совсем не популярна в этих краях, а я доказываю обратное ярчайшим примером. Я делаю действительно хорошее дело. Вот посмотрит наше интервью 500 000, и человек 10 научится общаться при помощи ладошек со своими близкими. Но поскольку у нас честное интервью, и наконец-то показываем не героя, а нытика, у которого все болит, которому тяжело, отвечу честно. Я не уезжаю, так как я действительно маломобильный гражданин. Мне просто непонятно, как потянуть переезд, как оформить все документы там. У меня есть знания английского, зимой начал учить испанский, но это не уровень нативного спикера. Я вообще не спикер. Я, может, создаю ощущение мега успешного чувака из списка Forbes, но на самом деле у меня довольно скудный достаток. Линка развивается на пожертвования. Каких-то больших бизнесов пока я не сделал. У меня относительно сильная инвалидность, мне сложно общаться. Вот интервью мы пишем недель. А еще бытовые сложности. Так что, если кратко, уехать тяжело. Если бы я ехал, то у меня есть мечта – Барселона. Так, давай вот здесь вот, которая... Так.
Вот здесь вроде это самое... Не, Вань, вот я вот эту тебе предлагаю. Она как-то и пониже, и поудобнее, мне кажется. Так, тихо. Во. Тебе удобно? Ну, супер. Я сейчас тоже куда-нибудь залезу. Давай вот так. Ой. Ну что, идеально мы сидим, хорошо сидим. Доступность коряк для людей с ДЦП в России. Ну что, доступность коряк для людей ДЦП в России высокая. Мы же добрались как-то. А у тебя основной диагноз, получается, ДЦП? Да? Но ДЦП очень общий сборный диагноз. Ну, у нас ДЦП называют все, где человек не полностью владеет своим телом. Когда и в какой момент ты про себя понял, что ты не такой, как все? Не знаешь? Еще один важный такой тоже технический вопрос. Многие мамы детей, у которых ДЦП, считают, что массажи, растяжки и еще какие-то манипуляции могут ситуацию исправить. И что такого ребенка непременно можно и нужно вылечить. Ты точно совершенно знаешь, что можно и что нужно делать. Можно ли вылечить ДЦП? Во-первых, хочу поправить тебя про точно знаю. Я не знаю, как и любой человек с диагнозом, не обязан знать, как лечить его диагноз. У меня есть наблюдение. Во-первых, копать палкой эффективнее, чем копать рукой. То есть, если человек хочет перемещаться, а не ходить, перемещаться все равно быстрее на коляске. То есть, мы умеем производить устройства, упрощающие жизнь, намного лучше, чем улучшать физическое состояние. И мы должны улучшать качество жизни самым эффективным способом. Во-вторых, ребенку не должно быть больно. У вас в мозгу есть нейронная связь. Если ваш ребенок орет, вы бежите ему помогать. Если ваш ребенок орет на растяжке, а вы ему не помогаете, вы разрушаете свой мозг. У вас физически пропадает рефлекс любить. Это доказанный факт. В-третьих, у вашего ребенка поражение мозга. Какой смысл делать что-то с телом? Наше дело – помочь мозгу понять тело. Например, мне безумно помог руль и педали, и необходимость синхронизации движений. А еще сейчас вот тут появится классификация КНИКС. Это классификация степени заболевания. И что вы не делаете, вы из рамок не выйдете. То есть никакая стадия болезни не должна заставлять человека оставаться в замкнутом пространстве? Не совсем. Реабилитация может улучшить состояние, но только внутри рамок. Тяжело это принять? Легко? Тебе легко? Я мог пару лет учиться не разливать воду, но 20 рублей решают проблему. Круто. Круто. Ты просто купил себе чашку с поилкой. И все. Мама купила. 4-3 подаю. Знаешь меня? Наташ, приехал погулять? На море? Наташ, со мной пообнимайся, узнаю я тебя, нет? Ничего себе! Вы снимаете с Иваном? Алину, да. Очень круто. Мы, вот Линка, это моя племянница. А, да. Я ее тетя, а очень близко, давно с вами не виделись, а моя сестренка очень близко общается. В Питере. Я очень рада, но не буду мешать вам. Ладно, спасибо. Спасибо. 15-17. Родной папа Лины чемпион мира по волейболу, и они все играют. А, ничего себе. А там папа был ее? А ушел, когда она родилась? Расскажи вообще историю про своих родителей, потому что это абсолютно стандартная схема, когда родители отказываются от ребенка, и папа уходит из семьи. Это еще чаще бывает. У тебя были и мама, и папа. Все твое детство. И бабушка Нина.
Мои родители безумно любили друг друга. Я знаю мало людей, которые настолько любят друг друга. Мой папа – гидроинженер. У него золотые руки. У нас на даче есть водонапорная башня. И вода идет сначала в батарею на крыше черную, а потом маме на кухню. И мама моет руки в теплой воде, и дачный дом папа построил сам. Класс. Мама переводчик с английского, она рыжая и красивая. Мамина мама, Нина Николаевна, библиотекарь в институте, она была безумно интеллигентная женщина, она очень любила всю семью. Когда она умирала в хосписе, она произносила маме 3 слова: Саша, Ваня, Тёма. Ей было важно узнать, как мы. Великое счастье было родиться в такой семье. Действительно, у меня отец, папа Саша, человек, который потрясающе полюбил мою маму. Когда я родился, и мы лежали в больнице, он перелезал вечерами к нам с мамой через забор, чтобы побыть с нами. Папа старался сделать все, чтобы мне было комфортно жить. А потом, когда я увлекся техникой, мы очень подружились. Он нам с братом устраивал вечера физики. Совсем маленьким он рассказывал нам про историю транспорта, почему летает самолет и так далее. Вернее, у папы потрясающая манера. Он не рассказывает. Он подходит к тебе и спрашивает, как работает холодильник. И смотрит, как ты будешь рассуждать, что-то подсказывает. Например, приносит из туалета освежитель воздуха, нажимает кнопку и дает потрогать баллон. Баллон холодный, а дальше надо думать самому. Я в школе учебник физики открыл, когда у нас пошла квантовая механика, а до этого мне хватало домашнего образования. У меня очень светлые родители, которые видели во мне обычного необычного ребенка. И по большому счету отец не ушел, и даже не мог уйти из-за большой любви к нам. Ну как? Когда я родился, семья, наоборот, сплотилась и показала себя. Бабушка примчалась в больницу со словами только не отдавайте, я возьму». И самое страшное, что у такой любви нет рецепта. Я точно могу сказать, что врачи не должны уговаривать отдать. Но мы должны помнить, что у каждого человека своя семья, и тут мы бессильны. Люди очень разные. Мне вот повезло. А у той же Лины папа сразу же после рождения нашел себе другую женщину, хотя тетя Саша такая красивая, что я не понимаю зачем. Красивее людей, чем тетя Саша, и сейчас ее второй муж, дядя Миша, я не встречал. Дядя Миша женился на тете Саше, когда Лине было уже лет 5. Невероятной мягкой силы мужчина, я не могу налюбоваться этой семьей. Я помню, наверное, уже после смерти Лины, на переходе, через который пап Миша водил Лину в школу, я их часто встречал на этом переходе, так как ездил на велике в школу, ремонтировали обнижение камня. И дядя Миша подходит к мужикам и говорит: «Мужики, тут школа для инвалидов рядом. Сделайте, пожалуйста, без уступа, коляски ездят, детям больно, родителям тяжело». Мужики его послали, сказали, что у них ГОСТ. Вздынь сейчас по этому ГОСТу. А вопрос 2-3 сантиметров. Что послужило толчком тому, что ты живешь один, а не с мамой? Вроде более-менее все зарабатывающие люди в 20 лет думают о личном пространстве. Но тебе было бы удобнее с мамой? Ну, чисто технически, в бытовом смысле. Не то, что удобнее. Мама вкуснее Яндекс.Лавки, красивщик, прости. Шах и мат. Слушай, Вань, ты на самом деле все время ставишь себе какую-то цель, какое-то препятствие, которое ты преодолеваешь. История с картингом, на который, в общем, мне страшно было идти. Ну ладно, я честно тебе скажу теперь. Но ты не просто пошел, тебя туда сперва не принимали. Ты пошел, добился, всех победил и еще сказал, что это только начало. И тут сразу несколько вопросов. Первое, зачем тебе это было надо? И второе, а чего будет дальше, Ваня? У меня никогда не было вопроса, что первая группа не рабочая, что на самом деле заблуждение. Я хотел работать, и я работал. А как уж способ оплатить труд, мы находили.
Да, жить в обществе трудно. Например, каждый раз, когда надо подписать документ, я вынужден заказывать курьера и отправлять его маме на подпись по доверенности, и я ничего не добился от государственной дуры для решения проблемы. Но при этом я не складываю ручки, не летаю в иллюзиях, а пытаюсь общаться с окружением максимально грамотно и показывая свои ограничения, так людям было комфортно со мной. Знаешь, я какое-то время делал стенд-ап, там была шутка. Как я могу бояться публичности, меня и так всегда на улице пялятся. И у меня действительно такое ощущение публичности. Мне было не все равно, если какая-то вещь неудобна. Ну и мне также не западло, если я не могу говорить, написать себе немного кода. В этом нет какого-то сверхплана стать знаменитым, защищать чьи-то права и быть героем. Ну, Вань, ну ты кривляешься. Чем больше ты кривляешься, тем больше мы будем снимать тебя. Мы будем снимать тебя всю жизнь. Я не герой. К примеру, я просто хотел смотреть на Яндекс.Картах, где есть кафе без ступенек, поэтому взял у Воробьевой контакт Пивоварова, который вел одну из конференций Яндекса, написал ему письмо для топ-менеджера Яндекса, он его переслал. Топ-менеджер пнул команду Яндекс.Карт, которая много лет игнорировала эту идею, когда Яна Кучина пыталась им ее донести. Команда собралась, выслушала Яну и за год сделала. Теперь, когда я в городе на коляске, я могу открыть карту и понять сразу, куда я могу заехать. И логично предположить, что людям с колясками будет также удобно, но я стараюсь не говорить за других, так как ненавижу, когда говорят за меня. Собственно, так мы можем говорить про победу частного над общим, что в основе лежит личность, а вся борьба за права – это в первую очередь объединение людей с похожей ценностью, а не чрезвычайно опасное создание общего бессознательного. Поэтому я ненавижу все эти всероссийские общества инвалидов и прочее, поскольку в первую голову, по-моему, у нас проблема личности. Есть люди, у которых в ценности удобства человека, есть люди, у которых в ценности величие державы. Водораздел здесь, а не в том, есть ли инвалидность. Очень многое из того, что ты делаешь, тоже появилось из-за любви. Влюблен ли ты сейчас? И каким образом вообще ты выстраиваешь свои отношения с теми, в кого ты влюбляешься? Да, Катя, я люблю женщин. Я люблю женскую красоту, эту нежность, эти длинные волосы. Кроме того, у меня всегда были папа и мама. И для меня странно, что вот папа Ваня есть, а мамы нет. Что за фигня? Должно быть 2 человека рядом. У меня очень по многим причинам пока не сложилась семья. Основная, конечно, что я баклан. Кря-кря. Но если в деталях, то в старшей школе не складывалось так, как было много гиперопеки, потом после школы, не хочу вдаваться в подробности, разное было. А сейчас я влюблен в самую нежную, невероятную девушку, Сашу. Саша училка детей с ТМНР. Я не знал женщины более заботливой, веселой, дурашливой. Кать, когда я в Москве, она, когда выхожу по делам, кладет мне в рюкзак банан. Она говорит, правда, что мы пока знакомы 2 месяца, и поэтому я думаю, что она такая хорошая. Ну да, я влюблен. Расскажи о самом красивом свидании в своей жизни. Скажу о том, которое первое вспомнил. Без имен, конечно. Так получилось, что у нее уже было 2 ребенка от первого мужа, и мы поехали к морю. И в этой высокой траве мы гуляли с детьми. Мелкий устал, и мы усадили мне его на живот, и он так ехал со мной. А девочки бежали сзади, кричали: «Лёву украли! Лёву украли!» Потом был закат у моря. Очень часто люди из мира без инвалидности недооценивают ту часть, которая связана с отношениями, с сексуальностью людей с инвалидностью. Считается, что вы настолько заняты колясками, реабилитациями и так далее. Ну, правда, что этого вопроса как будто бы даже не существует. Расскажи об этом. Часть ответа на вопрос «почему» лишают как раз кроется в твоем вопросе, потому что относятся как к группе очень особенных людей, а не как к отдельным личностям. Если мы видим не объект ухода, а человека, у нас сам отвалится вопрос.
А может ли оно хотеть секса? Секс действительно интимная вещь, и нужно иметь большое мужество о нем думать и тем более принимать грамотные решения. В таком бэкграунде у меня было несколько историй, когда я влюблялся в безумно красивых, совершеннолетних, прекрасных девушек с ДЦП. У нас возникало взаимное влечение, мы много переписывались, а потом, в один прекрасный день, я просыпался и видел, что меня заблокировали. Родители прочитали переписку и объяснили, какой я омерзительный человек. Когда я пытался разузнать, почему, мне говорили, что опасаются сексуальных контактов, им не нужны эти проблемы, и нам лучше не общаться. Мне однажды сказали, что боятся, что я сломаю кости, какие кости и как не уточнили. Кого-то даже выпороли ремнем за проявление чувств. Это, конечно, стоит у меня в ушах. В таком непонимании, каком-то вечном страхе прошла моя нежная юность. Отголоски этого я до сих пор прорабатываю с психологом. Но важно сказать, что я понимаю, что родителям сложно, непонятно и тяжело. Я понимаю, что очень страшно. И когда ты ухаживаешь за человеком с инвалидностью, действительно лишний головняк с сексом не нужен. В этих историях больше всего меня расстраивает та узость, нежелание людей учесть потребность и найти ей всем удобный выход. Адаптивная одежда для детей с особенностями развития. Be Easy Kit – это возможность быть собой, поэтому каждую модель вы можете функционально адаптировать именно так, как нужно вашему ребенку. А эти ботики тоже оттуда? Ботики из сборной по боча, шнурки резиновые купил, и теперь могу сам. А рубашку ты будешь надевать? Ваня должна тебе помогать? Ага, а тут липучка. Ну, то есть, если бы это было пуговицы, они бы уже отлетели к чертовой бабушке. Вань, можно я все-таки помогу, я тебе воротник выправлю? Сырку вредно. Ну, хорошо, ладно, давай. На получение Нобелевской премии ты сможешь сам одеться. Очень. Скамейку специально мама Лины под нас друзей делала, ибо стоять тяжко. Вот тяжело, да, тебе стоять? Больно? Это большой вопрос, больно ли. Уже нет так, как привыкаешь, но на уровне подсознания, конечно, тело дает о себе знать и влияет на настроение. Но тебе важно, чтобы люди понимали, что тебе тяжело жить? Это открытие последних 2 месяцев. Оказалось вдруг, что я не просто так по утрам злой, а потому что я вдруг обнаружил, что у меня за ночь затекает тело, и мне утром больно. Отдельный большой разговор. Мне действительно довольно тяжело, в том числе и эмоционально. ДЦП, гиперкинезы – это такая тварь, которая постоянно тебя обламывает. Хочешь сделать движение, а оно не получается. И это можно назвать негативным фоном, постоянно бьешься об что-то. Даже вот когда печатаешь, не те буквы нажимаешь. В общем, тяжело. И эта тяжесть постоянно ебет меня. Но периодически она накапливается в срывы, когда хочется орать и плакать, когда уже невозможно это терпеть. Не с молоком. Еще у меня упорно не складывается с личной жизнью. Ну, столечко. Я вот 3 года живу один. И не жил тут ни разу никто больше недели. Но и эта пустота, по сути, в моем доме меня вымораживает. Я реально, как безумец, иногда хожу к двери проверять, никто не пришел. И в этих особенностях, которые не выкинуть, которые часть меня, случился 2 года назад роман с недоброй женщиной, которая была замужем, но все время говорила, что не любит мужа и уйдет, с по сути несчастной женщиной, которую не приняла Академия балета, которой не повезло с отцом, которая ради мечты уехала в Питер. Я полюбил Катя, безумно талантливого человека, красивого, умного, но жестокого.
И у нас в контексте этих моих срывов, когда мне очень нужен спокойный человек рядом, у нас случился совершенно классический абьюз. Когда она ревновала, когда она читала мой телефон, когда она мне говорила, что вот-вот все будет хорошо, ей только не хватает доверия, а так она разведется. А я в ответ еще больше старался. Без ее внимания я еще больше злился. Нормально. Меня еще больше раскачивало. И я все время был дома один. И доходило до прыгания из окна и драк, потому что уже невозможно было понять, что сделать, чтоб выбрали меня или разрешили уйти строить свою жизнь. Сейчас мы не общаемся. И самое неприятное, что я, когда меня накрывает, очень хочу поговорить, доказать, что я хороший, что со мной можно жить. А много людей, которые тебя понимают без программы? Мама? Четыре. Поняла. Думаешь, Даш тоже понимает? Чтобы начинать понимать, нужно 3 ночи. Да ну тебя, Ваня! А Ваня, между прочим, парень жил площадью. Ваня снимает. А не твоя квартира? Тогда извини, Ваня. Тогда вариантов у нас нет. Зато Ваню точно не заберут в армию. У меня есть 2 любимые фразы, которые я слышу. У нас ничего не будет. И ну это точно в последний раз. Как понимаешь, они инвертируются почти каждый раз. Я все-таки довольно успешный мужчина, я молодой, наверное, я красивый. Мне безумно повезло с родителями, которые отпустили меня одного жить. Расскажу про родителей. У меня сломалась стиральная машина. У нее перестала работать сливная помпа. Я пишу папе: «Папа, спасай». Приезжает папа с ключами, разбираем машинку, долго и тяжело. Находим помпу и вынимаем оттуда гондон. Не знаю, как он туда попал, видимо, с бельем. Вынули, собрали обратно, поржали. Папа сказал, что очень рад, что я пользуюсь презервативами, но вроде нормально зарабатываю, чтоб не стирать их. Я вырос в такой семье с такими ценностями. И я буду отвечать тебе с оптикой человека, у которого все хорошо, и для которого секс – довольно важная часть жизни и потребность. Это не значит, что у всех людей есть эта ценность. Также мне очень важно сказать, что мы часто забываем, что сексуальные и тактильные отношения могут быть очень разными. При слове «секс» принято представлять проникновение. И действительно, такая массированная тактильная атака может вызвать у человека с сложными ощущением тела приступ. А незапланированная беременность может быть фатальна. Но человек может радоваться, например, просто возможности во время звонка по видео снять с себя футболку или платье, или радоваться прикосновению кожи любимого человека, или поцелуем. У меня самое мое яркое впечатление с женщиной было в формате письма, несмотря, казалось бы, на весь опыт. Я влюбился в девушку, мы жили в разных городах, каждое утро я находил ей музыку и отправлял какие-то строки, она очень их узнавала. Когда же мои уста неправдой погрешили, то значит, я не пел, а люди не любили. Она все шутила, что получила филологическое образование только для того, чтобы дружить с Бакаидовым. И я написал ей письмо, чувственное, шелковое, трепетное. Она ответила какими-то словами, скромными и робкими, но была согрета. И да, это же вот такой секс. Или даже не секс, а мы вот так были вместе. Поскольку у любви не может быть границ, заданных форм. Поскольку любовь – это восхищение твоим близким человеком. И возвращаясь к основной мысли моего пассажа, мы люди. Люди могут договариваться и между собой, и с людьми, которые за ними ухаживают, только чуть открытости ума. Слушай, а чисто технический вопрос. Если у тебя будут дети, у этих детей же не обязательно будет какая-нибудь инвалидность? Нет. У
меня ДЦП, так как я полез ногами вперед. Это не гены, это ебанутость. Но я в момент, когда моя жизнь будет стабильной, хочу точно взять ребенка с инвалидностью из детского дома. Справишься? Я же знаю, что делать. Ты абсолютная суперзвезда в мире, где пересекаются мир людей с инвалидностью с миром людей без инвалидности. Ты читаешь лекции, ты рассказываешь, где доступная среда, где можно еще поработать. Ты передаешь этот запрос и оцениваешь результат. Мешает ли это тебе в твоей личной жизни и в твоей жизни вообще? Потому что получается, что у тебя вообще нет ни одной возможности быть слабым, сдаться и не смочь что-то. Мирон Янович говорит, что жизнь коротка, полна страданий, кончается смертью. В общем-то, Мирон агент, конечно, иностранный, но что-то в жизни понимает. Я понимаю справедливость как некий, в первую очередь, математический конструкт распределения ресурсов в системе. Поскольку вся наша сущность – это взаимодействие с системами сомнительного качества, то есть человек только в единичных случаях работает с безотказными системами, то и справедливости не может быть априори. Есть боль и обида, скорее эти чувства меня тревожили. В детстве я очень переживал, что брат не просто здоровый, а совершенно с другим характером. Меня хлебом не корми, дай что-нибудь подорвать, съехать с горочки повыше. Мое самое большое развлечение на даче в детстве было запускать с стартового стула бутылку с водой. Отец просверлил дырку в старом стуле, туда вставлялась бутылка горлышком вниз, снизу подключался шланг с водой от компрессора, открывал кран, и бутылка улетала в небо. Я мог заниматься этим весь день. Да, я мог сам это подключить, тяжело, но получалось, а брат мог сделать это легко. Но его интересовали котики, рисование, что-то еще. В общем-то, хрень какая-то, как я тогда думал. Я очень сердился и обижался, что он может, а не хочет. Но жизнь несправедлива во многом и обратную сторону. Моя жизнь резко выделяется большим количеством плюшек. Или просто могу жить один, так как мои родители смелые люди. Ты вот, когда мы снимали на море, и я полез в узкий проход, сама сказала, что не смогла бы быть моей мамой, а я, возможно, в твоей семье не смог бы жить отдельно, так как тебе было бы страшно. Знаешь, меня же не любят люди с ДЦП, и одна девушка написала омерзительную статью про меня на Яндекс.Дзене. Общий посыл был, что я агент Кремля на деньги Госдепа и богатых родителей. Я тревожился по этому поводу. Неприятно, когда такую пишут. Пока что. Через какое-то время мне рассказали, что автору этой статьи запрещают работать, чтоб не потерять пенсию, видеться с молодым человеком она может раз в месяц. Им вроде бы запрещают секс. А тут, сука, я с моими высоконравственными проблемами, членством в списке самых перспективных россиян, соответственно с огромными возможностями для поиска инвестиций, мне никто никогда не запрещал жить, где я хочу. Я оборзел настолько, что не хочу слушать Дорс с компьютера, оставлю его на виниле. Да, этого всего я добился сам, но с другой стороны, мне безумно повезло с родителями. Мне повезло с телом и степенью поражения, с мозгом, с умением думать. У меня были прекрасные учителя. Когда я поступал плохо, меня прощали, и где тут справедливость? У меня это все было по умолчанию, и компьютер, и возможность за ним сидеть сколько хочу. А есть еще интернатские дети, у которых ничего нет. Лина вообще померла. И для меня главное сейчас быть человеком, быть в себе и в первую очередь следить за собой. Быть милосердным к тем, кто слабее меня, и уважать более сильных. «Крестный отец» – одна из любимых моих книг. Уважение к людям порождает больше добра, чем справедливость. Это правда, что если бы не ДЦП,
ты бы стал музыкантом. Твой любимый композитор Пярт. А как ты вообще узнал о нем? Твой дорогой муж в интервью с Мартыновым обсуждал фильм «Великая красота». Я в нем услышал Пярта и безумно влюбился в этот рисунок тонкой кисточкой. А если бы ты был музыкантом, на каком инструменте ты бы играл? Я писал рождественную колыбельную на компьютере. Там еще люди из храма на дуде доиграли часть, но основу делал руками, расставляя нотки в MIDI-партии. Дай послушать. Что Лина любила? Лина любила, любит. Я прекрасно помню, как ей в гречку клали майонез с кетчупом, а кетчуп я воровал. Лина любила маленькие кустовые розы. Лина безумно любила своего брата. И когда смогла напечатать одной кнопкой слово, она 5 минут печатала имя Саша, а еще обожала Киркорова. Все долги ты свои перед Линкой выполнил? Или еще что-то осталось? По-моему, тот разговор, который сейчас поднимается о людях с тяжелыми множественными нарушениями, в том числе затрагивал взросление Лины и напрямую касается ее любимых одноклассников. И я знаю, что должен публично поддерживать реформу КНИ, в том числе потому, что Лина беспокоится за ее одноклассников. А ты веришь, что есть жизнь после жизни? И что там? А там Лина. Было очень много случаев, когда я буквально просил Лину помолиться Богу, и случались чудеса. Дорогая Лина, Катя попросила меня написать письмо для тебя и рассказать, что происходило в этом пространстве, пока ты находишься в ином, и в общем-то не отягощена вопросами плоти, что я с трудом, но принимаю. Я знаю, что ты удивишься этому письму, поскольку также знаю, не было дня или минуты, в которую ты могла бы нас оставить. Так и мотаешься между людьми, которые тебя любили. Любовь моя, мир не изменился, и вряд ли когда-либо изменится, хоть и должно нам верить во второе пришествие Христа. Мы, по-моему, и первое пока не усвоили, куда нам второе. Я так и делаю всякие говорящие штуки. В целом они работают лучше, чем те первые мои программки для тебя. Но будем честны, еще далеки от совершенства. Еще есть Линка «Играй»? Ах да, проект я назвал «Линка». Теперь это название пишут модные журналы. Ну и я почти каждый день пишу код, и там проскакивает твое имя на названиях папок, в логотипах. Класс, где ты училась, расформировали. Настю перевели в другой класс, твой любимый Сашка на домашнем. Недавно собрали ему на коляску. Валентина Михайловна уехала с Виталиком в Урюпинск. Виталик вырос, лохматый стал капец, учится в колледже. А помнишь, как я приносил великолепные анимационные фильмы Миядзаки на продленку, и мы все их смотрели? Моя Лина, если ты думаешь, что я вырос, повзрослел, перестал быть безумным, то, конечно, ты ошибаешься, только вместо велосипеда теперь картинг. Меня не сразу пустили. А когда пустили, и я научился ездить, я пробовал открыть секцию для ребят с ДЦП, нам даже гонщик Мазепин собирался нам помогать, но мы так и не нашли желающих. Так и катаем с моим лучшим другом. Ах да, моя Лина, я переехал от родителей в съемную квартиру. Сделал я это, конечно, потому что в 19 лет я хотел жить с Катей. Думал, вот перееду, найду ей помощницу, будем весело жить. Естественно, ни Катя, ни ее мама это все не одобрили этого всего. Но я переехал, надо сказать, вот уже 4 года отлично справляюсь. Стирка мучает, слюней много. Кстати, твоя мама отдала мне твои полотенца для слюней. Спасибо, милая. Моя Лина, как ты помнишь, у нас люди смотрят на людей с особенностями на улицах.
Совершенно с таким же любопытством разглядывают мои шаги, посты, разработки. Давай картинки. Мы с тобой знаем, что в разработках ничего особенного нет. Просто объединение технологий синтеза речи и разных средств ввода. Я стараюсь использовать внимание ко мне во благо. Я попечитель фонда продвижения. Они собирают деньги на крутейшие российские коляски, кинезис, легкие и маневренные. Я сотрудничаю с перспективами, с фондом «Обнаженные сердца», многими другими. Недавно я ездил в детский дом и встретил там такую светлую и смешную девочку Аню. Она совсем как ты машет крыльями и ничего не может. Мы ей в моем блоге собрали денег на ноутбук. Теперь она будет учиться общаться глазами. Лин, Алин, у меня так болит сердце, что у Аньки нет семьи. Такая девка хорошая, придумай что-нибудь, а то потом интернат скоро. Лина, похож ли Серафим на Чубаку? Андрюша как, все рыбачит? Петя как? Подслушиваешь ли ты диалоги Моррисона и Башлачева? О чем они там? А Иосиф? Ты видела Иосифа? Про что сегодня он думает? А Лидин Коля? Как там Лидин Коля? А Осип? Знать бы, что сказал бы Сахаров. Обними там всех наших бабушек и помолитесь за нас тут. Расхулиганились мы в своей серьезности. Я тут хорошо, но все сплю один, знаешь, не складывается. А оттого имею ужасно дурную привычку ходить к двери и смотреть, никто не пришел. Вот такой вот я дурачок. А со страной, Лина, случилось горе, большое горе. Страна наша заразилась началом от Вавилона. А того мужи наши пошли в соседнюю страну месиво, да крошево устраивают. Представь, какая досада, русский мужик, который всегда лежал на печи, наконец-то встал и пошел. Но пошел он не свой забор красить, не реформировать интернаты, а соседу морду бить. Жалко жизни людей, которые гибнут в тупой неумелой мясорубке уже 1,5 года, Лин, твои ровесники. Невыносимо. Милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Шумахер или Сена? Айронтон Сена, конечно. Пиарт или Пелицес? Пиарт. Родина или истина? Истина. Что еще ты сделаешь через год? Я выпущу новую обновленную версию линка, смотри, которая даст возможность делать тесты для айтрекера. Это даст возможность автоматически тестировать детей. Мы с Сашей научим девочку Аню в детском доме печатать глазами. Я найду, где полетать на планере, и научусь любить людей еще больше. Класс. Вань, мы закончили. Спасибо тебе огромное.